Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю вот такой торт с ветками сирени. Торт, в принципе, несложный. Я покажу все нюансы, которые требуются для данного украшения именно монобукетом. То есть здесь букет, в принципе, из одних только цветов. Ветки сирени я буду украшать из насадок штампы. Нам здесь не понадобится большого количества времени. И я покажу, как правильно их окрасить, потому что здесь, в принципе, от игры цвета зависит очень многое в данном торте и от расположения всей этой композиции. Торт я украшала белково-заварным кремом. Крема у меня ушло на украшение данного торта 20 см в диаметре и 10 в высоту из расчета порции на 150 грамм белка. Вот такие насадки мне понадобились для украшения данного торта. Это насадка фантазийная сирень или гортензия. Это номер 135. Вот эта насадка именно для цветочков сирени. Она со штырем внутри, и размером она достаточно крупная, как 1М. Номер 70 листик мне также понадобится. И насадка звездочка 8 мм. Торт я покрыла сверху белково-заварным кремом белым, и с боков я покрыла слегка зеленым, таким цвет майской зелени. Я ни в коем случае бока не выравнивала. Мне нужно будет просто сейчас делать плетение корзины на этих боках. А сверху я слегка покрыла кремом. Здесь у меня насадка, которую я сейчас вам показывала. Открытая звездочка 8 мм. Она у меня, к сожалению, без номера, но она есть в любом наборе, даже для начинающего кондитера. Я делаю первую перекладину перпендикулярно подложке и начинаю где-то расстоянием в сантиметр делать перпендикулярно уже этой перекладине. Делаю уже прутики от корзинки. И таким образом я сейчас буду плести уже всю эту корзину из крема, если можно так выразиться. На моем канале есть множество различных корзин. Я оставлю ссылки в описании к данному видео, и можете пройти посмотреть, как я их делаю. Итак, само плетение корзины я выполнила. Теперь мне нужно сделать ободок. Я беру всю ту же насадку 8 мм открытой звездочкой. И там, где у меня был стык, видите, у корзины, где я ее завершала, я делаю стык и у ободка. Потом этот ободок, вот этот стык у ободка будет полностью закрыт у меня цветами сирени. Здесь мне немного не хватило крема. Я наполнила опять кремом мешок, и обязательно выпускаем лишний воздух из мешка, иначе у вас получится просто некрасивое место на креме. Вот это нужно сделать обязательно. И все, ободок у меня готов. Теперь моя задача сделать цифры. Здесь у меня будут ветки сирени, а здесь цифры. От цифр всегда начинается вся композиция, либо же от сахарной картинки или от надписи. Когда это имеет место быть на торте, начинаем все от них. Цифры я уже заранее изготовила из мастики, просушила их хорошо, и сейчас показываю вам просто, что я их слегка покрываю золотым кондурином. И видите, я кладу сначала вторую цифру, та, которая ближе к ободку кремовому, чтобы потом у нас не было такого вдруг, что у нас цифра идет внахлёст на ободок. Вот этого ни в коем случае нельзя допускать. И здесь у меня будет располагаться композиция из веток сирени. Здесь у меня насадка номер 6. Круг, просто обычная трубочка, где-то 3 мм она на выходе. Крема здесь много не окрашивайте в коричневый цвет, буквально столовой ложки вам хватит, чтобы сделать вот эти ветки. Видите, делаю их слегка внахлёст, чтобы они более естественно смотрелись. Здесь я просто именно для видео вам, для наглядности показываю, что как бы ориентиры такие, как мы ветки эти будем располагать. Их можно на самом деле сделать, чтобы сэкономить крем, и зубочисткой,
и просто кисточкой себе, чтобы сделать наметки на креме. Но я делаю для вас, для наглядности просто здесь. Здесь вот наша насадка 135, которую я в начале видео показала, фантазийная сирень или гортензия. И ею я уже буду сейчас отсаживать все цветочки у сирени. Здесь не видно, так вот оно в креме уже у меня запачкалось. Но смысл понятен. В начале видео, смотрите, можете себе скриншот сделать именно с начала видео, где я насадку показываю. По поводу окраски. Здесь это очень важный момент. Окрасила я здесь только кондитерский мешок. Крем у меня внутри абсолютно белый. И кондитерский мешок я намеренно окрасила вот таким темным цветом. Здесь у меня, в принципе, красителя очень немного уходит. Минимум буквально. Здесь у меня краситель пурпурный. Он такой темно-сиреневый у меня. И лавандовый, то есть холодно-сиреневый. Вот смесь вот этих двух, обязательно должна быть какая-то смесь красителей. И вот таким образом я себе сделала просто заготовки. Для чего я сделала такой темный краситель? Для того, чтобы потом в проблесках между уже более светлыми цветочками уже был красивый окрас, более естественной сирени. Сейчас я выпустила полностью вот этот вот весь более темный крем из мешка, перемешала его еще раз хорошо ложкой. И вот такой светлый он получается. Я одела новый кондитерский мешок, наполнила мешок вот этим кремом. И видите, какой красивый, сильно здесь я не перемешивала, чтобы до однородности, чтобы все равно прожилки разноцветные были. И видите, какой красивый эффект получается. То есть снизу есть проблески вот этих темных цветочков, белых вот этих вот серединок. И сверху вот эти более нежные цветочки. Получается очень красиво. Вы можете также сделать, чтобы еще сильнее сэкономить краситель, просто сделать белое основание для этих цветочков. Но там можно немножко ошибиться. Здесь, по сути, у меня где-то 5 веток сирени, как я и сделала им основание. Сейчас я взяла насадку номер 70 с зеленым кремом, это лист. Где-то 10 мм на выходе, эту насадку я вам тоже показала в начале видео. Цвет у меня здесь крема я окрасила в листовой зеленый и цвет майской зелени. То есть два цвета я здесь смешала, потому что листья у сирени, они достаточно такие сочно-зеленого цвета. И дополняю, где считаю нужным. Здесь увлекаться листьями тоже не нужно. Здесь я делаю 5-ю ветку из коричневого крема и закрываю просто листиком. Внизу я также располагаю ветку сирени, я делаю основание вот из коричневых веточек. И здесь я отсаживаю уже всю ветку из более светлого крема, и она уже смотрится немножко так попроще, конечно. Поэтому я вот вам показываю, что игра цветов здесь, она очень важна именно в сирени. Ну, такой цвет, естественно, тоже у сирени есть, поэтому я оставляю все так. И здесь не забываем, что обязательно сирень всегда имеет немножко такое изогнутое состояние, ветка сирени уже, когда она с цветочками. И тоже повторяем это, стараемся повторить. И в принципе вот так торт уже у меня готов. Здесь я сейчас делаю несколько штрихов, чтобы дополнить уже, где считаю нужным, там где-то листик отсадить, где-то еще пару цветочков. И торт уже завершен. Торт делается несложно, с ним справится даже новичок. Здесь главное сделать правильную окраску этому крему и расположить композицию. В принципе, ветки сирени можно сделать из насадки закрытая звездочка. Конечно, они будут попроще смотреться, цветочки. И, ну, можно тоже. И здесь вот внизу, где у меня цифра 6, я тоже еще 3 звездочки отсадила. И чтобы такая гроздь как бы немножко свисающая была. И, в принципе, торт мой готов. Внутри у меня классический бисквит без разрыхлителя. Чудо-бисквит, я ссылку оставлю в описании. И крем персиковое мороженое. Тоже есть на канале у меня такой крем. Оставлю тоже ссылку в описании. И консервированный персик. И вот такой торт получается. Торт несложный. Главное знать принцип, как его здесь сделать. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.